Пчела и муха, или как ты видишь мир. Притча о Марии Шараповой и Ксении Собчак. Один философ любил беседовать со своими учениками во время загородных прогулок. Однажды, когда он совершал с учениками такую прогулку, то ученики начали спорить между собой о том, чего в мире больше – хорошего или плохого. Одни доказывали, что все люди погрязли в пороках. Они коварны, лгут, воруют, затевают войны, убивают друг друга ради наживы. А в мирное время процветает коррупция. Глупцы и наглецы лезут во власть. Человек не в силах обуздать свою гордыню, презрение к тому, кто слабее его. Честные люди всегда обделены. Они едва сводят концы с концами, а подлецы и жулики богатеют и не знают стыда. И даже природа против человека. Наводнения, бури, землетрясения в одно мгновение уничтожают то, что люди кропотливым трудом создавали годами. Да, отвечали им другие, стихийные бедствия бывают ужасны. И все-таки, как красивы пейзажи родных мест, как прекрасно и таинственно звездное небо у нас над головой. А разве нет примеров благородства, честности, щедрости и геройства людей? А сколько среди людей замечательных поэтов и художников, создавших великолепные картины? Сколько ученых, которые благодаря своему уму открыли многие законы нашего мира? А какие чудесные дворцы и храмы люди воздвигли во многих городах? Исчерпав все примеры и аргументы, ученики попросили философа, чтобы он высказал свою точку зрения. Философ увидел летевшую мимо них пчелу и задал ученикам вопрос: «А как вы думаете, куда летит эта пчела?» «Она ищет цветы, чтобы собирать нектар», — сказал один из учеников. «Верно», — согласился философ. «Но при этом она летит мимо свалок, помоек, мимо скотного двора, от которого исходит отвратительный запах. Летит в поля, в луга, в сады, туда, где цветут цветы и деревья. Спросите у пчелы, что она думает о грязи свалок и помоек. И она ответит вам, что никогда не обращает на них внимания и даже не замечает, что они есть в этом мире. Ей нужны цветы. А вот мухи тучами вьются на помойках и у навозных кущ на скотном дворе. Пустите муху в самый прекрасный сад, и она пролетит мимо роз, лилий и цветущих персиков, найдет какую-нибудь гниль и грязь и усядется на нее. В результате пчела создает мед, целебный прополис и воск, из которого делают свечи. И ее почитают как символ трудолюбия и даже изображают на гербах многих городов. А муха только разносит болезни. Ее либо пришлепнут, либо поймают на липкую ленту или уничтожат какой-нибудь отравой. Некоторые люди видят мир и жизнь как пчела, а некоторые видят его так, как мухи, и живут соответственно своему мировоззрению. Одни везде стараются найти хорошее, другие везде находят для себя грязь и мерзость. Закончил рассказ философ. Суть и смысл этой притчи заключен в последних словах философа. То, что мы видим в жизни, действительно зависит от нашего мировоззрения, от того, как мы относимся к тому, что нас окружает, как пчела или как муха. Но человеку даны ум и воля, и он сам может определить, как ему смотреть на себя, на жизнь и на мир. Почему Пушкин писал стихи и прозу, а литератор Фадей Булгарин – грязные доносы? Почему Менделеев создал бездымный порох для русской армии,
а не изготовлял динамит для бомб террористов? Почему Бунин предпочел полунищую жизнь в изгнании, а Алексей Толстой, писатель не менее талантливый, вернулся в советскую Россию, чтобы унижаться, но при этом жить в роскоши? Почему выдающимся кинорежиссерам советского времени и Асселиани, и Тарковскому пришлось уехать из страны, а братья Михалковы процветают при любых правителях? Почему у Марии Шараповой мастерство на теннисном корте, благотворительность и красота на рекламном плакате, а у Ксении Собчак хамство и танцы на паперти православного храма? Ответ на эти вопросы один. Каждый сам выбирает, как ему жить, как пчела или как муха. А кого вы еще можете назвать ярко выраженной пчелой, а кого мухой? Напишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо и до новых встреч!